Здорово, родной! Ты на канале Танта Плей, и сегодня подъехала вторая часть наших страданий на потном PvE сервере. В этой серии ты увидишь, как Димон пытался выжить в шортах в минус 20. И почему мы все-таки вернулись в Березино, хотя клялись туда больше не ногой. И обязательно досмотри до конца. Там я покажу секретную запись нашего нежного общения с Димоном. Узнаешь, кто из нас на самом деле токсик. Погнали смотреть. Долго ждать не пришлось. После выхода первого видео, ссылку на которое ты найдешь в описании под роликом, на сервере прошел вайп. И мы с моим напарником отправились изучать берег с нуля, как я и обещал ранее. Поскольку сервер популярен среди бывалых игроков и мазохистов вроде нас с Димоном, сразу зайти не удалось. Примерно через полчаса ожидания я появился в Березино, а мой спутник в Электро. Несколько попыток окочуриться и встретиться вместе не привели к успеху, и мы решили пока выживать отдельно в нескольких километрах друг от друга. Удивило решение админов запилить зимнюю карту, когда за окном весна вовсю. Наверное, соскучились по снегу. На старте решил затариться яблочками, чтобы не протянуть ноги еще минут 10 после того, как персонаж проголодается, и двинулся дальше. Судя по обшаренным домам, господин Рандом решил всех заспавнить в Березино, подумал я. Но тут же нашел мешок с цементом. Зашибись, мешок с цементом нашел. Нахер он мне надо. Отлично. Грызть я его не стал и оставил более нуждающимся. Ковыляя по просторам стартовой локации, удалось немного прибарахлиться, наловить рыбы и собрать еще больше яблок. На удивление, администраторы убрали обязательное мытье еды и, судя по всему, увеличили шанс дропа фруктов с деревьев и рыбы в водоем. Будто мои видео первые посмотрели и решили сжалиться. Мне в какой-то момент пришлось отъехать при помощи заправки, потому что с острыми предметами на старте туго и мой самовыпил даже заметили. По ходу нашего выживания мне показалось, что у Дмитрия есть сложности с выбором одежды. Поэтому я предложил ему одеть рабочие штаны и не сверкать полуголым задом, когда на улице минус. Иди, что ли, рабочего дня, тут бегаешь как голодранец. Ты в джинсовых шортиках? О май. Возле больницы на нас напал новый вид зомби, как мне показалось. Зомбей. До сих пор не понимаю, как можно было так исковеркать слово зомби. Он идет. Зомбей, 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 зомбей. Зомбей. Что это такое, зомбей? Не знаю. Эх, ладно, давай мы сейчас вот так сделаем ему, а тетя. Не получилось. Иди сюда. Ну сделай ты ему, тетя. Ну что ты смотришь на меня? На шапочку. Давай. Собрав достаточное количество хабара, мы приняли решение, что пора выдвигаться в трейд-зону. Кстати, она находится там, где радиус зенит. В планах было пообщаться с игроками, продать найденные предметы и порыться в мусорном баке, так как более зажиточные игроки там частенько оставляют ништяки. Покидая Березино, мы решили, что больше сюда не вернемся. Ну да, конечно. Кстати, забыл сказать, что перед вайпом в банкомате можно засейвить 500 тысяч местной валюты. Не забудь об этом, чтобы на старте кайфовать от жизни, а не играть в симулятор бомжа, как это делаем мы. Наш путь начался с того, что сервер начал лагать. Мой спутник говорил, что идет рядом со мной, но я его не видел. Даже решил пару раз топором махнуть и проверить, так ли это. Но почему-то дядя Дима возомнил себя самым быстрым животным в мире и просто телепортировался ко мне. Подожди. Ёма. О. Вот эта телепортация у меня сейчас была. Да я видел. Правда, потом мы встретили двух ребят, и они сказали, что никаких лагов нет и быть не может, так как сервер только обновился после вайпа. Наверное, подвел интернет. В начале пути мне пришлось вернуться в реальность, а мой кореш развел костер и изучал нестандартные движения. Когда я вернулся, он, видимо, нашел самое забавное из них и решил показать. Иди сюда. Помнишь, я говорил, что мы не планируем возвращаться в Березино? Мой товарищ часто попадает в нелепые ситуации, и на первом блокпосте он не смог кокнуть зомби, отчего словил тот самый бесячий зомби-вирус. А теперь просто послушай его реакцию. Здесь. 4 раза саданул, он бегает. Ой. Залезь, пожалуйста, куда-нибудь, господи. Ну убей его, пожалуйста, что ты делаешь? Вася. Да серьезно? Ты расина, полчаса всю эту хуйню доставал, потом хуй, словил 2 раны нахуй, и еще при этом не мог убить ни с одного раза с 5-го зомбика. Я твою дивизию, а. Примерно так ты реагируешь, когда понимаешь, что придется бежать с вещами обратно в город, респавниться и возвращаться. А сколько раз у тебя текла крыша в Дейзи? Пиши в комментах, я обязательно прочитаю и отвечу. Ковыляй потихонечку. На удивление, мы быстро решили вопрос и вернулись обратно. Когда зомби перепрыгивал бетонный блок, я словил флешбэк о том, сколько раз мы спавнили заново, и решил сменить позицию. Когда так? Он залез. Он не залез, он перелазит за приказу, не бойся. Блин, приколист.
Мы перестреляли зомби, облутали палатки и двинулись вперед. Если прошлая часть закончилась трагично, Бумер на штрафстоянке, Димон откис, а мой персонаж на черно-белом экране медленно отъезжает в закат, то сейчас мы рвемся вперед, а яркие лучи солнца освещают нам путь. Надеюсь, больше мы не окочуримся и пройдем эту потную катку. В какой-то момент отец Дмитрий начал призывать зомби, и его вопли разносились эхом по всей округе. Братья, подходите ко мне. Всем будет хорошо. Раз, два. Эй, бабка, иди сюда, а? Не уеживайся. О, ну так тоже сойдет. Видимо, он вспомнил свои годы в Ордене Святых Мусорных Баков, где его учили не только причащаться техническим спиртом из радиаторов, но и созывать жмуров со всего района. Где-то по пути нам встретились двое выживших, которые забрались на крышу дома и ждали рестарт сервера. Мы решили пообщаться и, возможно, объединиться. Это оказались две милые девчонки. Ангелина и Кристина, привет. Мы договорились вместе выдвинуться в зеленую зону, потому что в компании всегда веселее и безопаснее. По пути поохотились, добыли немного мяса и костей. Ангелина показала нам, что из костей можно сварить сытный супчик. Просто закидываешь 10 костей в кастрюлю, заливаешь водой и на огонь до готовности. Кстати, от него в прошлый раз Дмитрий пускал ленты. И даже умудрился словить точку G. Я тебе воды скину, воду ты пей. Мне надо ее... О, понятно. Протухшая жидкость, твою мать, а. Опять я бы словил точку, эту какую-то, точку G. Поэтому всегда следите за сроками годности. Зато смотри, время пишет. Да. Испортится примерно через 143,77 минут. Пока мы бежали, все простудились, но повезло, что у наших компаньонов оказались запасы витаминок. А в совокупности с нажористым бульончиком нам всем удалось очень быстро выздороветь. Пока все отогревались, я решил протестировать несколько анимаций и отомстить Дмитрию. Вышло забавно. Ого-го. Так, ну не придам, будь культурным. мальчик. Моих знаний английского действительно не хватило, чтобы понять смысл слова fart. Пока стужали супчик, Кристину начала колбасить. Наверное, понравился интерьер местных домов. Затем мы напоили ее спецким. На, пей, смотри, там кости внутри. Няма-няма. Посмеялись вместе от души и стали прощаться. Если ты спросишь, Танта, а как поднять на сервере бабла? А я и сам не понял нихуя. Как я говорил ранее, для меня и моего напарника сервак очень тяжелый. Мы играем буквально несколько часов в день и за это время успеваем только копыта откинуть. На самом деле способы заработка есть, но они рассчитаны на тех, кто живет на сервере. Можешь консервировать еду и также продавать ее игрокам. Ты можешь построить свиноферму, а можешь заняться разведением курей и продавать яйца. Тебе придется даже найти целый учебник по разведению этих животных и придется построить для них убежище. А заселять животных вообще весело. Берешь мешок, ловишь туда курицу или свинью и везешь к себе на базу. Сюр полнейший. А если тебе приходилось ловить свиней в мешок у бабули в селе, пиши в комментах, поржем вместе. Также можно заработать денег на рыбалке. Просто ловишь рыбу на морском побережье и везешь на продажу на ТЗ. Короче, на трейд-зоне есть аукцион. Здесь ты можешь купить и продать хабар таким же игрокам. Цены вроде бы невысокие, но в этом и весь прикол. Продается в принципе все, что можно залутать. Изолента, гвозди, медицина, одежда, жвачки. Кстати, если найти альбом и полностью забить его фантиками, то можно продать в таком виде за 500 тысяч скупщику. А если будешь забирать деньги после покупки, то будь внимателен. Предметы могут падать на пол возле аукциона в коробку. Вот что бывает с тобой, когда ты ловишь эту практически неизлечимую кляксу. Как я и говорил, этот круг разорвать непросто. В прошлый раз откисал мой товарищ, теперь моя очередь. Я бежал обратно в сторону берега, а мой друг ждал меня в небольшом городке. Когда мы встретились, я передал ему свои вещи и даже нашел какую-то ключ-карту, видимо, от крутого бункера. И поковылял упиливаться. Все-таки удача была на моей стороне, и я вылупился снова в Березино. Да сколько можно уже? Снова мы встретились, снова распалили костер, наловили рыбы, неудачно поохотились на лошадей и двинулись дальше. Какой дальше? Крышей мы двинулись конкретно. У меня уже так подгорает от этого сервера, не передать. Бежим, выживаем. Слышу, кто-то жрет рядом в комнате. Открываю дверь, Димон стоит, щеки набивает. Даже не поделился. Эх. Опа, берешь? Казалось бы, все, финита ля комедия. Я уже был готов удалить Дейс, выключить системик и уйти выращивать настоящие тыквы. Но тут всемогущий рандом решил подмигнуть нам обоими глазами сразу. Недалеко от школы в Березино, да-да, опять это проклятое место, на стоянке мы нашли ее. Сарку.
Выглядела она так, будто ее жевало стадо мутантов, а потом выплюнула за ненадобностью. Ни акума, ни свечей, ни радиатора, ни даже четвертого колеса. Ни даже четвертого колеса. В общем, типичный лот, не бита, не крашена, дедушка в церковь ездил. Только в нашем случае дедушка, видимо, отстреливался из нее торт зомби. Пришлось раскупоривать свои заначки в банкомате. Пока мы бежали на трейд за запчастями, я молился всем богам выживания, чтобы ее не залутали до нашего возвращения. По пути еще и третьего личного, то есть напарника нашли. Парень адекватный, решил вписаться в наш движ. Эдик, привет. Вернулись, стоит родная, ждет своих спасителей нищебродов. Знаете, найти машину в Дейс, когда ты нищий, это как выиграть в лотерею, только вместо денег тебе дают геморрой с запчастями. Собрали, завели, и этот пылесос затрахтел так нежно, что у Димона даже слеза проступила сквозь грязь на лице. Первым делом погнали на трейд, спасать нашу кувалду. Мы ее по ошибке выставили на аукцион, а без кувалды на этом сервере ты не строитель, а так, декорация. Но, к сожалению, снять с продажи выставленный товар оказалось нельзя. Но недолго музыка играла, а наша Сарка танцевала. Буквально через километр сервер решил, что мы слишком быстро живем. Лах, фриз, и вот мы уже целуем дорожный знак. Результат. Радиатор в труху, 2 колеса в минус, а наши лица в лобовом стекле. Хорошо, что от трейда отъехать не успели. Пришлось топать обратно и на последние копейки закупать запчасти. И тут чудо. Из ворот вылетает парень на тачке. Мы к нему: брат, подбрось до нашей ласточки. Парень оказался мировой, довез ветерком. Пока мы с Димоном меняли колеса, наш спаситель залез в наш багажник. И что вы думаете? Нашел ту самую ключ-карту. Выяснилось, что эта карточка — это проходка в настоящий рай для лутамазов. Остров скалистый, статичная химзона. Наш новый знакомый вызвался показать дорогу. Но был нюанс. Нас трое, а противогаза всего 2. Походу Дмитрий останется ловить рыбу, подумал я. Да ладно, я же не сволочь. Я включил ему стрим, чтобы Димон ничего не пропустил. И в итоге мы, как элитные сталкеры в респираторах, пошли штурмовать зеленый газ. И оно того стоило. Внутри мы нашли столько добра, что я чуть не пустил скупую мужскую слезу. Почти топовый рюкзак за 100 косарей, куча стволов, глушителей и даже GPS. Еще час назад мы были нищими, а теперь слегка прибарахлились и даже заработаем немного деньжат. Благодарю Хацуру за экскурсию и возможность разжиться хорошим хабаром. Итак, какой итог нашего второго забега по казуальному апокалипсису? Если в первой серии мы были кормом для червей, то в этой мы официально перешли в статус бомжи на колесах. Выжить в шортах в минус 20? Можем, умеем, практикуем. Точнее, Димон практикует, а я сидею. Сварить суп из костей и не обрыгаться с первой ложки – это уже успех, это уже прогресс. Мы нашли машину, нашли новых друзей. Для этого сервера это практически прохождение игры на платину. Кстати, знакомьтесь, это Рома. У него в Дейс 10 тысяч часов. Для понимания, пока мы с Димоном учились не путать бензин с водой, Рома, походу, лично засаживал эти яблони в березин, еще до того, как они стали текстурами. Человек видел столько вайпов, что его уже не напугает даже Димон в шортах. Теперь этот гуру выживания также с нами. Вердикт по серии. Этот сервак продолжает ломать нам психику, но делает это очень красиво. Сегодня ты ешь яблоки с полов березина, а завтра ты уже гордый обладатель ржавой колымаги, который может развалиться от косого взгляда зомби-гренадера. Но именно в этом и кайф. Мы все-таки грызем на кактус дальше. А сейчас в планах построить кибитку, которую, скорее всего, сожгут уже через день. С тобой был Танта. Не забывай, если ты нашел машину, проверь воду в радиаторе. А если ты нашел Димона в джинсовых шортиках, проверь его на адекватность. Подписывайся на канал, пиши лайк, прожимай коммент и обязательно расскажи, сколько раз ты умирал от просроченного супа. Увидимся в новом видео, родной. А, и чуть не забыл. Тот самый момент, ради которого ты досмотрел до конца. Слушай, как мы на самом деле дружим с дядей Димой. И тут, черт. О, я тебя слышу, Шерстюган. Слышь ты, черт. Дырку зайди. Так я в Дискорде, придурок, я же тебе сказал. От тебя никаких движений нет. Ладно.